Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Около 3 месяцев назад мы снимали видеоролик «Реанимация и омоложение антуриума». Сегодня мы бы хотели поделиться с вами результатами нашего эксперимента. Для съемок растения нам предоставила одна из участниц нашей группы WhatsApp. Растение взрослое, неухоженное, листики маленькие, хлороз, растение пошло в ствол. В каком грунте находилось это растение, если честно, нам не удалось определить. Предполагаем, что это был универсальный грунт с добавлением песка, керамзита и еще каких-то непонятных разложившихся компонентов грунта. Растению требовалась срочная пересадка и омоложение. Итак, от растения была отделена детка и посажена в грунт второго состава, как его окрестили девочки с нашей группы WhatsApp. Ссылку на этот грунт я оставлю в описании к видео. Вкратце, это грунт, состоящий из одной части кокосовых чипсов, одной части верхового торфа и 2 частей кокосового торфа. Растение было посажено в этот состав грунта с добавлением микоризы. Затем оно было помещено в тепличку под искусственное освещение. Определенные условия содержания поддерживались. Это температура примерно 25-26 градусов и влажность в пределах 65-80%. Ну, это условные единицы, поэтому можете держать в пределах от 65 до 80 градусов. Принципиального значения это не имеет. В тепличке растение удобрялось, производились подкормки. Пока растение было маленькое, приживалось, адаптировалось, мы проводили только листовую подкормку. Применяли удобрения с основным составом питательных веществ 3,1,6. 0,25 грамм на литр поливочной воды. Хочу заметить, пока вы не увидите, что растение пошло в рост, появились новые побеги, новые листики, производить прикорневую подкормку не рекомендуется. Как только наше растение пошло в рост, мы стали использовать прикорневую подкормку. Также разводили удобрения с составом основных питательных веществ 3,1,6 и также разбавляли его на 0,25 грамм на литр поливочной воды. Как применять удобрения, как разводить, как чередовать подкормки и какую дозировку применять для конкретного растения, большого либо маленького. Обо всем этом вы можете узнать на форуме. Ссылку на него я оставлю также в описании к видео. Единственное замечание. Если вы применяете свои удобрения, то есть удобрения другого производителя, то, соответственно, дозировку и периодичность внесения удобрений рассчитывайте самостоятельно. Они могут не совпадать с нашими рекомендациями. Затем растение было из теплички перемещено на подоконник под естественное освещение. Обратите внимание на наше растение. У него 2 новых листика молодых. Это первое его цветение. Конечно, я согласна, что цветок недоразвитый, деформированный. Но согласитесь, полная смена грунта, пересадка – это тоже стресс для растения. Надеемся, что второй цветочек уже будет более симпатичный. В таком виде растение будет передано хозяйке с рекомендациями пересадить его в грунт второго состава методом перевалки. Как вы видите, материал, из которого изготовлен горшочек, он мягкий, поэтому можно будет легко разрезать стенки, аккуратно извлечь растение и пересадить в новый, более объемный горшок. Если бы, конечно, мы раньше пересадили растение в более просторный горшочек, оно бы сейчас выглядело совсем по-другому. Более пышное, более красивое. Ну, это уже мы поручим хозяйке. Также мы будем рекомендовать ей производить подкормки. Первую подкормку сразу после пересадки желательно произвести по листу. Далее можно применять прикорневую подкормку.
Но не забывайте, сейчас осенний период времени, поэтому если вы не используете дополнительное освещение, то подкормки надо свести до минимума. И вторая часть нашей реанимашки – это черенки, обрезки с листиками, ну, называйте их как угодно. Они были помещены в мох сфагнум и в такую самодельную тепличку. Как ее изготовить, можно ознакомиться на форуме, на сайте. Есть посты, пожалуйста, заходите, читайте. Сейчас вот они находятся в таком состоянии, листики, как видите, зеленые. Вытаскивать их с мха я не буду, лишний раз считаю, не стоит тревожить растения. В таком состоянии растение будет передано хозяйке с рекомендациями пересадить растения в отдельные стаканчики. Хочется заметить, если вы все-таки решили черенковать растения без корней, поэтому сам процесс наращивания корней в тепличке проходит очень и очень долго. Это займет несколько месяцев, поэтому будьте готовы к этому, наберите терпения. Еще раз хочется сказать спасибо Ирине, участнице нашей группы WhatsApp, которая предоставила свое растение для съемок. Как вырастить самостоятельное растение из детки, мы вам рассказали, из черенков показали. А теперь я хочу показать вам свой собственный эксперимент. Это выращивание антуриума из, скажем так, пенька с небольшими зачатками корней. Вот это растение Rainbow Champion был посажен в грунт первого состава. Корней было не очень много, они были слабенькие. Как видите, сейчас вот уже новый листик, и здесь у нас также наклевывается новый листик. Это растение коралл попало ко мне чисто случайно, так скажем, повезло. Вот. Растение тоже сухой стволик, вот его остатки, и небольшой корешок сантиметров 5. Сейчас, как вы видите, растение неплохо выглядит, листики, посажен в грунт второго состава. И это растение. Здесь полностью был ни листика, ничего, один, вот, я надеюсь, вам видно, один пенек. Ну, правда, корни были неплохие. Сейчас, как вы видите, уже вполне самостоятельное растение. Тоже посажен в грунт второго состава. Сорт редкий, хороший, фламинго оранж. Новый молодой листик. И вот это растение. Это растение выросло из остатков ствола с большими воздушными корнями. Как видите, растение хорошее, собирается даже зацвести. Правда, если честно, сорт я его уже не помню. Ну, как раз цветет, так уже определимся. Процесс, правда, вот этот очень долгий, кропотливый. Так что, если вы решили все-таки этим заняться, то наберитесь терпения. На сайте есть пост о том, как вырастить растение из остатков ствола. Если вам будет интересно, пожалуйста, ознакомьтесь. Все эти растения выращивались в тепличке с использованием искусственного освещения и температурой 25-26 градусов, влажностью 65-80%. Подкормка была только листовая. Прикорневой подкормки для этих растений я не использовала. Так что, как видите, возможностей много. Пробуйте, экспериментируйтесь. Будем рады, если вы поделитесь своими результатами. Всего вам доброго. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Впереди много-много интересного.